вами ищем. Ну, грех жаловаться, находки-то немножко идут. ВДИ 41, 40. Ну, не знаю, что за калибр. На какого-то слона. 3, 2, 1. Добрый день, друзья. Приветствую вас на канале «У пошуках пригод». Сегодня снова коп. Вот такое вот чудесное поле после дисковки. Когда-то тут была корчма, и в начале лета мы с вами тут уже ходили. Ну, давайте еще раз попробуем. После обработки почвы, может быть, что-то немножко шевельнулось, и находки какие-то нам с вами, думаю, должны попасться. Как всегда, копаю я с Nocta 3. Прибор еще не включал. Сейчас включаем прибор и начинаем наши с вами пошуки. Надеюсь, что-то интересное смогу вам сегодня показать. Дед Хабар не будет жадничать и выдаст нам пару-тройку интересных каких-нибудь монет, ну или что-то в этом роде. Вот, не теряем время, начинаем коп. Ну что, ребят, первый сигнал на этом поле. По традиции, как всегда, первый сигнал вам покажу. Сигнал был хороший, но находка ни о чем. Такая ямка. Есть первый бухарский динарий. Если бы эти все крышки превратить назад в монеты, мы бы, наверное, выносили с каждого поля по пол-ведра монет. Но не расстраиваемся. Это только начало копа. Ходим дальше. Будет что-то интересное, обязательно включусь, обязательно вам покажу. Включился. Совсем не то, что ожидал. Но находки не выбирают. Невысокий сигнальчик. Неглубокая ямка. И первым сегодня монетосом выпадает нам с вами вот такая вот двушка ранних советов. Пролетарии всех стран. 1931 год. Ну, такая находка, ребят. Уже приятно. Первая монета есть. Ну, покружимся. Все-таки надеюсь найти хотя бы одного царька. Копаем дальше. Ребят, ну есть очередной сигнал. Невысокий, я его выкопал. В этот раз нам с вами попалась вот такая пуга немецкая. Надписи я там не вижу. Ну, вообще не то, зачем мы с вами приехали. А не, извиняюсь, есть какая-то надпись. М017, что-то такое. Или МО17. Кто знает, подскажите. Ну, покружимся еще. Летом находки по царизму попадались. Может быть, что-то и в этот раз еще получится найти. Копаем дальше, не унываем. Очередной сигнал, ребят. Извиняюсь, если ветер будет мешать. Но опять не то, что мы с вами ищем. Ну, грех жаловаться, находки-то немножко идут. Смотрите, вот ямка и опять советик. Ранняя копеечка. 1900, то ли 36. Сейчас посмотрим. Да не 36. Пролетариев нет. А может и пролетарий уже с 36. Ну, такая вот монетка. А по царизму пока глухо, ребят. Ну, покрутимся еще. Время есть. Возможно, что-то еще нам сегодня попадется. Снова включился, ребят. Ну, такая ямка. Неплохой сигнальчик. И это уже хоть что-то. Смотрите. По-моему, конинка, да. Попалась нам с вами вот такая вот конинка. Но это уже хоть что-то. Хоть на что-то похоже. Ну вот скажу. Был я на этом поле летом. Тут было полно бурьяна. Думал, керамики нету. Странно, корчма стояла. Ну сейчас дисковка. А керамики тоже я практически не вижу. Но там дорога. Может быть, корчма вообще под дорогой. А тут случайные потеряшки. Все равно люди как-то вокруг ходили, там привязывали лошадей, справляли нужду. Не знаю, но движение какое-то было. Ну, такая вот находочка. Походим, покружим. Возможно, что-то еще интересное получится с вами найти. Ребят, ну там, вот мы с вами копнули конинку. Ямку я зарыл, да, не забываем зарывать ямки. И вот отошел совсем недалеко, есть довольно-таки неплохой сигнал.
ВДИ 41, 40. Давайте попробуем онлайн копнуть, посмотрим, улыбнется нам удача или нет. В любом случае покажу, вырезать не буду. Где-то выкопали. Да, он, по-моему, что-то... Да, ну куда ж без нее. Пенициллиновая пробка. Звенит хорошо, но находка шмурдяковая. Ну не унываем, ходим еще. Ну что, все так я и кружу, пытаюсь найти следы керамики, но ее, увы, не нахожу. Скорее всего, таки, наверное, корчма где-то стояла под дорогой, а сейчас доступа к ней мы никак не найдем. Но, тем не менее, был вот глубокий сигнал, онлайн копать не стал. Выкопал, смотрите, есть зелененький кругляшок. По размерам копеечка, формата Николая II. Ну, первый царек. Хотя надеялся я, конечно, тут на более интересный результат. 1800, по-моему, 99 год. В таком вот сохранчике. Но, тем не менее, монеты попадаются. Жаловаться грех. Ну, больше, конечно, как всегда, пенициллиновых пробок, алкодинариев. Ну, копаем дальше, ребят. Время еще есть, покружим. Только выключился и снова включился. Тут мы с вами копнули конинку. Тут вот какой-то кустик. И смотрите, есть такой сигнал. И он верховой практически. Ну, ВДИ, конечно, прыгает. Давайте попробуем. Даже копать не будем. Пином поищем. А нет, копнем. Где-то что-то пикнуло, где-то что-то зацепили. Ну, тут что-то есть, ребят. Давайте попробуем поискать. Смотрите. Ага. Осколок. Медный осколок времен войны. Звенит классно, но не монета. Но счастье было так близко. Ну, не унываем. Ищем еще. Ну что, ребят, не зря таки кручусь. Монетки попадаются. Вот вообще не глубокий сигнальчик. ВДИ было 47. И смотрите, есть очередной кругляшок. Давайте вместе посмотрим, что в этот раз нам попалось. Друзья, опять копеечка формата Николая II. Сейчас протру, постараюсь сказать год. По-моему, 1900. Сейчас, секундочку. Оп. По-моему, вот вообще 1900, то ли 10. Может, вам лучше будет видно. Вот такая вот монетка. Покрутимся еще. В той стороне было село, за нами было село. Но если не корчма, в любом случае дорога была. Люди ходили, что-то теряли. Походим. Ребят, ну решила тут покрутиться вокруг этого места, где нашел копеечку. Попался еще осколок. И следующий сигнал неплохой, довольно-таки глубокий. Смотрите, какая попалась пуля. Расплющенная, видно, старенькая. Ну, не знаю, что за калибр. На какого-то слона. Вот такая вот находка. Ну, свинец уже немножко посветлел. Видно, лежит давно. Ну, такие вот сигналы, такие находки. Ходим дальше. Время еще есть. Надеюсь, что-то еще интересное получится найти, получится вам показать. Ребят, есть очередной сигнальчик. Ямка не глубокая. Вот такая вот штука выпала. Но я не знаю, что это. Это что-то старое. Или какая-то современщина. Не знаю, ну вроде как в патине. Узоров никаких не просматривается. Может быть, вы знаете и подскажете. Вот такая вот находочка. Покрутимся еще. Сразу думал, может, лунница. Да не, слишком форма правильная. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Походим еще, поищем. Ребят, ну снова включился. Это уже интересней.
глубокий сигнал. И в этот раз нам с вами выпала вот такая вот огроменная конина. Абсолютно целенькая. Приятная находка. Попробую сейчас тут покрутиться. Может еще что-то интересное получится зацепить. Немножко стал попадаться кирпич, но керамики пока не вижу. Но тем не менее, находка есть. Можно поставить лайк. Копаем дальше. Все так же и хожу тут, ребят. Вот тут мы подняли с вами конину. Решил я покрутиться вокруг. Есть глубокий сигнал. ВДИ, конечно, прыгает. Но звучит довольно-таки интересно. Давайте попробуем копнуть онлайн его. А вдруг тоже что-то будет интересное. Тем более звучит довольно-таки интересно. Что-то пока непонятно. Наверное, не выкопали. Наверное, в ямке еще. Попробуем сейчас еще пару раз. Не получится. Онлайн выкопаю, покажу. Ну, звучит довольно-таки интересно и интригующе. Попробуем прозвонить. Выкопали 54-55 ВДИ. Ну, шанс на то, что это царская монета, есть, конечно. Хотя может быть и осколок. Ребята, давайте скрестим пальцы. Монетос или нет? Нет, ребят. К сожалению, не монетос. Но шанс был. Копаем дальше, не унываем. Ну что, ребят, не включался целую вечность. Ну так, по-моему, бывает у кого-то такое. Вроде как зацепился за какое-то место хорошее. Вроде сигналы пошли, а потом как обрубало. Ходил, наверное, час вообще. Проволока, чмурдяк какой-то. Уже, блин, немного аж начал расстраиваться. Ну, тем не менее, выходил очередной сигнальчик. Практически вообще верховой. Попалась нам в этот раз с вами двушка раннесоветская. Ну, сохран, конечно, печаль печальная. Видно 1900, а какой год? Но, по-моему, до 31-го, потому как или до 35-го эти монеты чеканились. Вроде бы, как видно, пролетарии всех стран. Ну, такая вот находочка. Попробую сейчас тут еще покрутиться. Возможно, что-то получится еще зацепить. Но если что-то будет интересно, обязательно вам покажу. Ну что, друзья, снова включился. Со времени нашего последнего удачного сигнала прошло, наверное, минут 40. Подняли мы тогда с вами 2 копейки ранних советов. Где-то вот там это было. Ну и опять-таки хороших сигналов не было. Скорее всего, наверное, тут корчма или была под дорогой. Потому что как бы кирпич попадается, керамика, но ее очень-очень мало. Если бы тут стояла корчма, керамикой бы было все услано. Ну, впрочем, все равно какие-то тут движения были. Рядом дорога, и раньше она была. Люди из села в село ездили. Но включился не потому. Вот есть еще довольно-таки неплохой сигнал. Трошки 43-46 ВДИ прыгает. Давайте копнем, попробуем, может что-то интересное получится в этот раз. Уже сегодня мы онлайн с вами копали и осколки от мин. Где-то выкопали, вроде как. «44», друзья. Где-то выкопали. Давайте возьмем пин, поищем пином.
О, друзья, смотрите, по-моему, какой-то белончик. Ух ты, 10 копеек, 1847 год. Вот это находка. Я уже полностью доволен. Смотрите, в каком сохранении орел. Довольно-таки неплохая монета. 1847 это, по-моему, Александр II. Но я сегодня уже доволен, ребят. Это, наверное, монета сегодняшнего копа. Такая вот отблескивает. Немного дождь накрапывает. И солнце было, и дождь. Не фокусируется. Вот такая вот монетка. Копаем, ребят, дальше. Немножко времени еще есть. Но есть белон, и уже коп удался. Ну что, ребят, подошел к концу очередной наш с вами коп. Походили мы на часиков 5-6. Время, к сожалению, отведенное на коп, закончилось. Я уже возле машины, собираюсь потихоньку. Находки все разложил, все вам показывал. Вот небольшая доля шмурдяка, который сегодня нам попался. Вот такой сломанный патрон был. Вот какой-то кусок цветнины. Обломки ложек, вилок, пробки. Все это звенит хорошо, но, к сожалению, ценности никакой не представляет. Находки разложил, все вам показывал. Попалось нам сегодня 3 советика, 2 двушки и копеечка. Вот какая-то загадочная штучка. Понравилась вот эта конина. Сколько копаю, такой большой мне не попадалось, еще и целый. Ну и, безусловно, 10 копеек, белончик 47-го года сделали сегодняшний коп. Копеечки николаевского формата. Ну, походили хорошо, время провели с удовольствием. На сегодня буду прощаться. Прошу вас поддержать канал подпиской, видео лайком, поделитесь с друзьями. Где-то 80% смотрят видео без подписки. Друзья, подпишитесь, пожалуйста. Вам не тяжело, а мне будет дополнительная мотивация. На сегодня хочу с вами попрощаться. Хорошего вам дня, тихого вечера. Встретимся на очередном копе. А отже, пригоди будуть тривати. До побачення.